Представители знака зодиака Лев, львы, мои дорогие и львицы, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп с мая по декабрь 2023 год по месяцам. В мае месяце, как известно, Юпитер входит в знак зодиака Телец. И если он прежде был в знаке зодиака Овен, мы знаем, Овен это у нас экспансия, это решительность, то Телец это финансовое благополучие, стабильность, это какая-то подушка безопасности, это структура отчасти, когда все упорядочено, тельцы любят это, и вот мы где-то будем нашу жизнь переводить в какую-то материальную плоскость. По крайней мере, вопросы нашего благополучия личной жизни и финансовые вопросы будут очень актуальны. Но что касаемо мая, когда такие разные энергии, словно половина месяца мая у нас еще Овен, а дальше у нас уже Телец, и как раз совпадает это еще и с ретроградным Меркурием, который 14 мая закончит свое ретро-движение. Какие-то вопросы мы можем узнать, или какая-то тайна может открыться. То, что для нас неожиданно. Это может быть как ломка шаблона. Для кого-то из нас это может быть какое-то критическое состояние в том плане, что мы не ожидали услышать новость. Или какая-то реальность перед нами может открыться, знаете, вот как есть. И ее надо принимать как данность, и от этого, словно оттолкнувшись, строить вот уже свое благополучие. Безусловно, у каждого как-то будет проигрываться по-своему. Вот давайте узнаем у карт, как они видят для вашего знака зодиака вот это планетарное событие, когда Юпитер перейдет в знак зодиака Телец. Что для вас, мои дорогие львы и львицы, это будет означать до конца года, с мая по декабрь. И мы достанем по одной карте на месяц, на удачу, не на успех. Может быть, в течение этого периода где-то есть смысл ускориться, а где-то, может быть, и не торопиться, не брать реванш какой-то. Вот как видят карты. Итак, 1 мая возьмем. Июнь. Июль. Август. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь и декабрь. Итак, май месяц. Ах ты, вот так. Туз Пентаклей. Вообще это карта шанса, карта успеха отчасти, карта возможностей. Вот у вас в мае благополучный месяц, когда вы можете как и что-то порешать, так и договоры новые заключить, с кем-то договориться, получить деньги, может быть, которые вам причитались, но все никак не доходили. С ретро-меркурием, кто знает, что-то вот какие-то задержки могли быть, и тут мы получаем. Кстати, документы мы можем получить какие-то важные. Может быть, подпишут нам документы. Или еще сама по себе, правда, какая-то новость к нам приходит. И, ну, тут больше позитива в этой карте. Хотя, безусловно, иногда туз Пентаклей, он похож отчасти на рулетку, круглый, потому что, или на колесо фортуны. Иногда эта карта проигрывается как действительно новость, которую совершенно мы не ожидали. И она нас где-то перепланирует словно в другую сторону. Мы можем на какой-то момент чувствовать себя словно невесомости, потому что неожиданность. Но впоследствии, когда события начинают развиваться, мы понимаем, что да, вот, наверное, такой какой-то переход был необходим. Но это не для всех проиграется, это именно иногда проигрывается это значение. И в колоде Таро иллюминатов как раз туз пентаклей в основном означает как раз оформление либо документов, либо подписание, либо получение денег. Одним словом, больше значения шанса. Давайте посмотрим, что в июне. И здесь очень хорошо как подводить итоги, так и, в принципе, с кем-то договариваться. Май будет для вас очень продуктивный месяц. А вот если мы говорим про июнь, то здесь больше холодной энергии. Отчасти, надо сказать, король мечей очень удачлив. Дела, работа, бизнес, деньги. То есть, если мы вот так хладнокровно выполняем то, что мы наметили, или если нам нужно, и по этой карте это проигрывается, получить какие-то, опять же, согласования в высоких инстанциях,
у людей, которые наделены и властью, и влиянием. Мы сами где-то можем оказаться в этом даже окружении, и это тоже примите во внимание. Так вот, мы успешно оформим все то, что мы наметили. По этой карте кто-то из вас может обратиться к врачам, пройти какое-то обследование. Карта не говорит, что мы больны, а она допускает лишь то, что если у кого-то из вас есть на повестке дня вопросы со здоровьем, то тогда следует не тянуть где-то, а разобраться с помощью специалиста. И если мы говорим, могут быть вопросы с судами, например, у кого-то, если уже это стояло на повестке дня, то тогда мы, опять же, должны обратиться к специалисту, если мы сами не профи, допустим, в области законов, мы не знаем, как правильно решить тот или иной вопрос. И, как я уже сказала, дела, работа, бизнес как раз по этой карте король мечей проигрывается лучше всего. Но нам не говорят про эмоции. Вот этот надо момент тоже отметить. Хорошо, идем дальше. Что у нас в июле? Еще один туз кубков, но с чем-то тут уже львы точно определяются. И если даже июнь месяц у нас где-то такое жестко хладнокровный будет, или мы видим то, что у нас есть по факту, и никаких эмоций, то вот в июле получение результатов или какие-то согласования, или приятные новости из личной жизни, предложения, может быть, у кого-то руки и сердце, а хотя у кого-то это может быть просто ваши личные амбиции, ваши планы, когда мы получаем как какой-то результат, да радуемся мы сами за себя в первую очередь, что что-то мы сделали прежде, может быть, правильно, точно, что-то мы выверили, может быть, с чем-то разобрались окончательно, а теперь уже можем радоваться. Прекрасный месяц. Как в мае мы достаточно ресурсны, так надо сказать, и в июле мы уже получаем либо какую-то награду, либо признание, либо буквально какие-то приятности вас ждут, мои дорогие львы. Часть месяца июля, это еще совпадает с днями рождения у вас, но карта обещает, что мы останемся довольны. Август. Тоже, конечно, у кого-то дни рождения, но карта нам говорит, что мы будем словно на выборе стоять или перед выбором, как на развилке. И будет очень важен эмоциональный баланс, быть где-то на своей волне по этой карте, как будто даже если нам нужно принять какое-то важное решение, мы не должны слушать мнение со стороны. Опять же, карта с холодными энергиями, когда больше логики и рационализма. Опять не место эмоциям. Вот так вот перемежается энергетика у вас в течение месяцев 2023 года. По этой карте, может быть, вы встанете перед выбором каким-то и в личной жизни, хоть нам и выпадают мечи, да, как решение, логическое какое-то. Но ведь это какая-то ситуация может быть, когда нужно словно оттолкнуться от какой-то правды, увидеть какую-то реальность и с чем-то разобраться, подвести своего рода итог. И всегда, когда у нас выпадает карта выбора, это значит, что неизбежно мы отдадим чему-то предпочтение, а от чего-то мы откажемся. И поэтому у нас и мечи изображаются. Поэтому нужно быть где-то в августе готовым, наверное, к тому, что если обстоятельства нас вынуждают, мы должны рационально увидеть, что является для нас балластом. Может быть и жалко от чего-то отказываться. Есть такое, если бы было все так просто, у нас бы не была показана девушка на карте, которая даже с завязанными глазами, как будто ей ничто не должно мешать и никто принять важное решение какое-то. И если мы настроены на то, что, да, действительно, допускаем, по крайней мере, тот момент, что из прошлого, может быть, какие-то, может быть, или люди, или какая-то ситуация уже достигла своего пика, и нас только где-то тянет назад. Чем быстрее мы от этого откажемся, тем сильнее мы себя почувствуем. Также карта еще нам говорит, что мы не надеемся на кого-либо. Мы надеемся сами на себя. И по этой карте как будто тянуть дальше мы не можем. Мы должны сейчас что-то решить. Вот, видимо, какое-то, повторяюсь, важное решение вам предстоит сделать или с чем-то определиться в августе месяце. Что сентябрь?
Карта скорости, и знаете, тут может прямо вихрем закружиться что-то, или сама по себе смена событий, смена каких-то декораций вокруг нас. И правда, по Тельцу как раз, точнее по Юпитеру, который входит в знак Тельца, мы говорим, что это меняется какая-то структура. И здесь может быть как события извне, которые к нам приходят, или обстановка вокруг нас меняется и подталкивает, чтобы мы быстрее что-то, как и порешали, может быть, изменили свое мнение. Или просто приходит какое-то предложение, и вам нужно его словно принять, как-то откликнуться. Мы не можем что-то оставить на потом. И если эта карта выпадает, в принципе, на месяц, значит, месяц будет динамичный. И не расслабишься. Придется, может быть, корректировать не раз свои планы, но и это плюс все-таки по этой карте, когда мы можем что-то быстро порешать. Я уже сказала, нам придется себя словно перепланировать, поэтому нам придется быть легким на подъем. Вот это тоже будет важно. Но, знаете, когда выпадает восьмерка жезлов, это всегда не только динамика, а есть какой-то интерес, когда нас отчасти это захватывает. Вот как жизнь, как приключение в хорошем смысле. И поэтому, я думаю, настроение как раз в сентябре должно быть очень даже хорошим. Более того, вы можете себя словно, знаете, почувствовать как победителем. Вот какие-то вопросы, пусть они будут не глобальные, по восьмерке здесь нет как будто чего-то глобального, вытекает какая-то общая история из составляющих мелких, и нам придется, может быть, один вопрос решать, потом какая-то оказия быстро собраться, куда-то отправиться, еще что-то порешать. Но вот если в целом собрать какие-то небольшие детали, которые мы порешаем, или какие-то наши поездки, или согласования, дела какие-то наши, может быть, и личная жизнь, то впоследствии, оглянувшись назад, мы видим, что ведь на самом деле очень продуктивный получился месяц. Поэтому я думаю, что тут как раз будет интересно в сентябре. Давайте посмотрим, что в октябре. Семерка мечей, хоть и называют картой воры, нигде это не прописано, но уже точно раз люди говорят, значит, где-то проигрывается это. И мы должны быть, с одной стороны, карта говорит нам быть похитрее и внимательнее, но с другой-то стороны и люди где-то к нам также будут относиться или пытаться манипулировать. И поэтому внимательным быть как к кошелькам, сумочкам, паролям, аккаунтам, каким-то платежным системам электронным. Все-таки наша жизнь идет вперед, и иногда срабатывает несовершенство вот этой самой электронной системы, какие-то сбои, какие-то утечки, во избежание какого-либо фишинга, значит, по ссылкам каким-то непонятным, или что там вам придет на почту, не переходим. Поэтому вот сами себя страхуем, одним словом. И надо принять во внимание, где-то нам придется манипулировать, лавировать. Месяц такой, что нет какой-то определенности, не будет какой-то ясности. Нас могут подвести, то есть пообещав что-то, в самый последний момент сказать, а я не могу. Это как и работы может касаться, так и каких-то обещаний, может быть и прежних отчасти обещаний. Но есть в этой карте и такой смысл «забери свое». И мы говорим, да, семерка мечей, а человек, который изображен на карте, забирает только 5 мечей. Два как будто оставляет. Это не мое, мне оно не нужно. Поэтому, с одной стороны, повторяюсь, быть внимательным к собственному имуществу, деньгам, так и с другой стороны, как будто, знаете, забрать нужно свое. И если у кого-то проигрываются вопросы в суде, например, даже пусть с июня, и какая-то история может длиться, то будет возможность, вот именно для тех, кто смотрит, и у кого какой-то спор имущественный, то тут как раз вы можете решить в свою пользу что-то. Может быть, придется прибегнуть к защите адвокатов или юристов, но как будто есть возможность именно забрать свое. Идем дальше. Ноябрь. Прекрасно. Шестерка мечей – это карта заслуженного успеха. Еще одно дополнение. По семерке мечей будьте внимательны к собственным идеям. И идею нашу тоже кто-то может прихватизировать и выдать за свою. Будьте внимательны, так как к собственным инсайтам, так понятно, к деньгам тоже. Мы вообще себя бережем в этот период. Так вот, в ноябре, если мы, видимо, проходим очень успешные вопросы, порешали, для кого-то из вас
буквально, может быть, вопросы, связанные с переездом, или вы куда-то отправитесь, или какая-то поездка будет для вас стоять на кону, очень важная, которая совершенно другие перспективы откроет. Ваш успех буквально. Для кого-то это может проиграться переезд даже в другую страну, и с новой работой, с новым окружением, с новыми планами на будущее. И карта все равно обещает успех. Кто-то из вас поменяет работу, может поменять даже на другую совершенно специальность или заняться другим видом деятельности, уйти и заниматься собственным бизнесом или каким-то ремеслом, монетизировать какое-то ваше хобби или увлечение, то, что вас вдохновляет. По этой карте нам как будто не говорят, что вот прямо в этот месяц мы получим все бонусы. Нет, темноватая карта, но значение у нее превосходное, заслуженного успеха. Дорогу осилит идущий, вот о чем нам говорит карта. Если мы прилагаем где-то усилия, если у нас хватает мужества даже пройти какой-то этап, то как будто успех нам абсолютно точно будет обеспечен. Но это не будет тот однодневный успех, который сегодня есть, завтра испарился. Нет, мы выстраиваем новое качество жизни. Собственно, вот как раз то, что актуально по Юпитеру в Тельце. Как с какими-то материальными ценностями, с материальным благополучием, так и все-таки мечи– это какой-то внутренний инсайт, наша идея, наша решимость. И то, что, может быть, прежде нам казалось из области научной фантастики, по этой карте осуществимо и возможно все. Главное, все наши ограничения, они где-то в нас самих. И если мы в себе не сомневаемся, мы любой путь, даже если он темноват и сложен, мы можем пройти. Поэтому и карта говорит, успех тебе обеспечен. Поэтому начинать можно в ноябре, как и продолжать можно, строить карьеру, договариваться с кем-то, да практически на любой вопрос. Очень положительная карта. Уже как будто будет победа. Декабрь. Еще одна 6. Посмотрите, два туза, мои дорогие львы и львицы. Две шестерки. Всегда второй 6. Это победа. И у нас финансовая победа буквально в декабре. Видимо, правильные какие-то ориентиры, мои дорогие львы и львицы берут. И правильно порешая какие-то вопросы, как с имуществом, как с работой, у кого-то с переездом, да с чем угодно. В декабре вы остаетесь уже довольны. Надо сказать, по этой карте не предусмотрено, что мы кому-то субсидируем деньгами или даем кому-то взаймы, но это так попутно. Шестерка пентаклей нам как раз говорит, помни, что рука дающего может превратиться в руку просящего. Но мы не отталкиваем людей, мы можем помочь советом, если мы знаем или в подобной ситуации были сами. Но по этой карте нам говорят, сохраняй все то, что ты имеешь, и приумножай. И еще по этой карте мы можем обзавестись совершенно новыми друзьями, союзниками. По этой карте к нам могут прийти на помочь как и словом, так и делом. Это карта меценатства. Какие-то вопросы с вашим статусом, мои дорогие львы и львицы, видимо, тоже будут перемежаться. Интересное время. Есть, конечно, когда мы должны быть и на стреме, прямо скажем, где-то и более рациональны, и взвешены, но есть и много интересного. Есть и приключения, и есть и приятности, есть и деньги, и есть какой-то успех. Перекладывайте на себя. Будьте счастливы, мои дорогие.